Всем привет, меня зовут Human Peach, а мое настоящее имя, если вы не знали, Ксения Кондолева. Ой, ненавижу его так, это имя и фамилию. В общем, я художник. Если вы не в курсе, я художник, акварелист, портретист. Вот мой инстаграм. И сегодня, кстати, речь пойдет именно о нем. Инстаграм для меня это такая платформа, которую я начала вести по фану. Серьезно. Если у вас есть люди, которые не подписаны и не создали свой аккаунт в Инстаграм, то напишите. Мне кажется, у вас есть такие знакомые, потому что у меня точно такие есть, которые до сих пор не интересуются этим. Ну, наверное, это неплохо. Как я продвигаю свой Инстаграм? Никак. У меня нет пиар-менеджера, у меня нет какого-либо менеджера, у меня есть только менеджер, это Ваня. Он просто помогает мне расчищать директ, как правильно, не знаю. Вот. Я не делаю рекламу, я не беру ни у кого рекламу, не делаю взаимные шауты. Короче, я ничего не делаю, просто выкладываю картинки каждый день. Ну вот, наверное, и все. Если будем идти от самого начала, и если вы не хотите слушать, можете листать в конец или слушать мое видео на скорости 2х. Но сегодня я хочу рассказать о том, что такое для меня Инстаграм и как я начала его вести. Изначально я не рисовала на заказ, для меня это была просто площадка по фану, как я и сказала, то есть просто ради интереса я начала видеть новых людей, это было необычно, потому что я сидела очень мало в сети. Мои первые фотографии в Инстаграм это просто мои личные фотографии, какие-то фоточки природы или меня, или моих друзей, не более. После того, как я поступила в техникум, я начала закупаться скетчбуками и рисовать на них на протяжении, наверное, 2-3 лет я точно рисовала в скетчбуках, пока училась в техникуме. Рисовала я почти каждый день, делала постоянно какие-то зарисовки, скетчи, я выдумывала, то есть я не брала какие-то фотографии, не рисовала с них, я просто рисовала от балды. Ну реально, просто рисовала, вот что мне в голову бредет, то и рисовала. Обычно рисовала людей, потому что я люблю людей рисовать, вот, но тогда я рисовала каких-то выдуманных персонажей. Иногда это были очень странные арты. Вот, я буду показывать свою ленту, так что обращайте внимание, потом вы увидите прогресс, а может быть кто-то регресс, так что давайте пишите в комментариях, что кто увидит в конце. И, кстати, помимо того, как я поступила в техникум, я поменяла художественную школу, и эта художественная школа новая меня зарядила энергией, и мне захотелось снова рисовать, не знаю, в двойном темпе. Я начала уже рассматривать творчество более серьезно, хотя меня всегда тянуло к нему, у меня всегда возникали какие-то такие яркие эмоции, и мне хотелось очень сильно развиваться в этом направлении, но постоянно что-то останавливало, учеба, либо другая художественная школа, в общем, были такие моменты. Но постепенно я начинаю создавать группу ВКонтакте, на которой начинаю пытаться продвигать себя как портретиста, то есть я пытаюсь уже зарабатывать. Инстаграм все еще остается нейтральной площадкой, которую я рассматривала все так же, как просто выложить фотку и все. То есть ничего более. Но постепенно, вместе с тем, как я развиваюсь в рисунках, я развиваюсь в портретах, у меня уже появилась там цель делать похожие портреты, раз я начала рисовать на заказ, да, логично. Вот, поэтому начинаю развиваться в этом направлении, повышать свой навык, и вместе с этим мой навык, конечно же, растет, потому что я рисую часто, рисую на заказ, и все это вместе дает мне какой-то новый толчок. Есть, кстати, видео, где я рассказываю, как я начала рисовать на заказ, если интересно, посмотрите. Оно очень старое, вы там меня не узнаете, наверное. Ну, я там выгляжу, наверное, хуже. Короче, я рисую один рисунок, который начинает у меня заходить в Инстаграм. Моя активность в Инстаграм повышается, у меня приходит новая аудитория, у меня ставят лайки, мне ставят комментарии, и тогда я просто такая сижу и думаю, вау, это так прикольно. Не знаю, это моя первая, наверное, такая активность какая-то была в Инстаграме, которая меня так, ну, что ли, вдохновила, меня так обрадовала. Ну, просто было это приятно, и в тот момент я решила делать еще больше для Инстаграма, то есть просто еще делать больше рисунков, выкладывать и делать их лучше. И начинаю рисовать я блогеров. Первый блогер, который меня выложил, это была Александра Чистова. Я просто была тогда в шоке. Получается, я ехала домой на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, я такая сижу, я вроде сдавала экзамен, если я не помню, я сдавала ЕГЭ, а может быть нет, не помню. Но я обновляю свой Инстаграм и просто смотрю и не понимаю, откуда такие цифры? У меня число подписчиков тогда достигло 5000 человек, и оно росло с каждой там минутой.
У меня повышались лайки, везде были комментарии, увеличились. Я просто такая сижу и не понимаю, как это возможно. Но после этой рекламы мне начали писать другие блогеры, маленькие, поменьше, и начали предлагать мне по бартеру сотрудничество. То есть я рисую бесплатно, они меня выкладывают и делают мне такую рекламу. Но постепенно я делала очень много таких бартерных рисунков, не очень много на самом деле, ну, было парочку. Вот, и я поняла, что это бессмысленно, потому что просто приход никакой. То есть я просто рисую, зря трачу время, и ко мне никто не приходит. И я такая, типа, окей. Окей, не буду больше рисовать, потому что, во-первых, мне не доставляет это удовольствие, это уже плохо. И просто перестала рисовать по бартеру, начала всем отказывать. И я советую вам тоже, если вы рисуете по бартеру, то долго не засиживайтесь на этом, потому что это не очень хорошо, когда ваше творчество перестают ценить. Вот, потому что к этому реально относятся типа так, не очень. Что я хочу сказать? На тот момент я все еще не рассматривала Инстаграм как какую-то площадку для развития. Я знаю, что многие люди, которые приходят в Инстаграм, они идут в Инстаграм для того, чтобы зарабатывать деньги. На тот момент и тогда, не знаю, не было такого, что там можно делать рекламу, зарабатывать деньги на рекламе. Не знаю, для меня тогда это было все какое-то закрытое такое, и все. Я не была в курсе этого. Но когда я уже переехала в Тюмень, не поступила, есть видео, и у меня уже число подписчиков моих 45 тысяч набралось, вот, тогда я начала расценивать, раз переехала в другой город. До этого я работала на Каменск-Уральске, то есть были клиенты в основном из Каменска-Уральского, и поэтому с переездом в Тюмень мне нужно было как-то развить себя там, чтобы найти клиентов. Но я поняла, что это зря, то есть, типа, я зря зациклилась на Тюмени, и у меня начали заказывать из разных городов, Москва, Санкт-Петербург и так далее. В общем, наверное, на тот момент я начала как-то серьезно рассматривать Инстаграм, и, наверное, это было очень плохо. Я считаю, что это плохо, потому что сейчас для меня Инстаграм — это такая какая-то важная штука, как моя работа, знаете, и я к ней так серьезно отношусь, и мне кажется, что это иногда мешает моему творчеству, и мне это не нравится, серьезно говорю. Вот. Ты чувствуешь какую-то зависимость, ты должен выкладывать, если не будешь выкладывать, то про тебя забудут, или там не будет у тебя потом клиентов, ну или все такое, не знаю. У тебя не будет никого из подписчиков, кто бы написал тебе какое-нибудь доброе словечко. Вот. Наверное, на тот момент тогда еще плюс к этому добавилось небольшой негатив со стороны аудитории, то есть какие-то претензии, как у нас любят говорить, критика необоснованная. Вот. В основном я получала претензии, потому что «Почему ты рисуешь только портреты?» Я такая, ну, типа, я портретист, мне нравится портреты рисовать всегда, и я хочу развиваться в этом направлении, не знаю даже, почему рисую только портреты. Вот, помимо этого, я иногда рисую что-то другое, то есть пейзажи, животных, рисую редко мужчин, но это все делаю редко, потому что это не доставляет мне удовольствия, вот и все. Второе, насчет чего я получала какие-то, наверное, агрессию, с того, что меня считали агрессивной. Ну, то есть я на агрессию отвечаю обычно агрессией. Ну, не знаю, ну вот такая вот я. Вот, сейчас я на критику не отвечаю, пытаюсь ее игнорировать, либо как-то нейтрально, типа такая, ну, типа ок. Ну, просто, не знаю, теперь мне легче это пережить. Вот, но самое главное, вот эта суть негатива, да, который ты начинаешь получать от аудитории, типа, она мне непонятна, знаете почему? Потому что, типа, изначально я делюсь по фану, да, и я просто делюсь просто потому что, ну, так началось у меня. Все делятся, я тоже делюсь. Ну, не знаю. Вот, то есть мне это просто доставляло удовольствие, то есть я рисую для себя, там, что-то пытаюсь, там, кряхчу над рисунком, и потом выкладываю. Лучше получать ничего, чем плохие комментарии. Вот. Я редко получаю какие-то прям хвалебные отзывы, типа, о себе. Вот, обычно я слышу, типа, что я зазнавшаяся какая-то девушка. Типа, ну, у нас же считают человека популярным, когда у него больше 100 тысяч подписчиков, да даже когда 50 тысяч подписчиков. Хотя, на самом деле, я не считаю себя какой-то популярной. Ну, вот реально. Я не считаю себя популярной. Кто я? Художник? Которого, ну, не знаю. Не знаю. В общем, просто это неприятно, потому что ты вроде такой делишься своим трудом, да, своими какими-то рисунками, работами с аудиторией,
и ты делишься не для того, чтобы получать оскорбления там или претензии какие-то. Я считаю, что большинство этих людей должны высказывать претензии к самому себе, а не к другим людям, которые типа их не касаются. Наверное, так. Я понимаю, сейчас будут там писать по-любому, ну, типа обоснованная критика. Я сейчас не обоснованной критики говорю, я сейчас говорю именно о претензиях, если что. Вот. Мы немного отошли от темы Инстаграма как платформы. В общем, после того, что я начала получать негатив и расценивать Инстаграм как работу, у меня немного с творчеством начало складываться все сложнее. В том плане, что я перестала иногда получать удовольствие от этого, поэтому у меня иногда случаются такие кризисы какие-то, вот из которых я выбираюсь постепенно. Вот методом того, что я не прекращаю рисовать. Вот на сейчас, на данный период, я перестала немного рисовать, то есть я делаю это очень редко, ну там, раз в день. Ладно, раз в 2 дня я могу порисовать. Потом все равно сижусь рисовать, тут нечего делать. В общем, какой вывод? Если вы пришли в Инстаграм не для работы, то реально относитесь к этому не как к работе. Ко мне много людей приходят с вопросами разными, типа, как ты развила свой Инстаграм, что ты сделал для этого? Ничего. Я знаю, что меня выкладывает много пабликов, ну, немного, просто меня выкладывают иногда паблики, они меня тегают. Я знаю, что мои работы очень часто можно увидеть ВКонтакте, в группах тоже, но там они меня не тегают, то есть я не получаю рекламу. Бесплатная была бы так-то. Все, наверное, просто... Если вы хотите реально развиваться в этом плане, то займитесь собой. Если вы хотите реально продвигаться в Инстаграме и зарабатывать на этом, то я вам не помощник, я ничего не смогу подсказать. Но если вы немного хотите, не знаю, набрать аудитории, то вы можете использовать взаимные шауты, рекламу покупать. Только делайте это обдуманно, следите за человеком, который продает рекламу, смотрите, какие переходы на человека, который покупал у него рекламу. Типа, следите за этим. Вот. И что еще можно делать? Ставьте хэштеги всяких групп, именно групп. Вот. Они могут вас именно по ним заметить. И, наверное, все. Я немного поделилась вот так своим отношением к Инстаграму. У нас с ним все сложно, как это говорится. Но мне кажется, я эту проблему скоро решу. Вот. Я уже иногда не выкладываю посты каждый день. И мне становится легче. Честно. Вот. К негативу я уже... отношусь, как сказать, почти нейтрально. Иногда меня может взбесить, потому что сама по себе эмоциональная и вспыльчивая девушка. Ну, вот такая вот я. Вот. И, наверное, все. Всем спасибо большое. Если вам было приятно со мной познакомиться, узнать меня поближе, то оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, ставьте свои дизлайки, если вам было неприятно познакомиться со мной и узнать обо мне больше. И, наверное, все. Подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой YouTube канал. Я буду рада каждому, и мне очень важна ваша отдача. Поэтому всем спасибо. И, блин, мне важна положительная отдача, потому что положительной отдачи я получаю мало. Пожалуйста. Пожалуйста, не пишите негатив и не говорите, как это важно для меня. Ну, серьезно. Есть люди, от которых я могу получать главную критику, обоснованную критику, которая... строится на моих взглядах, которая строится на моих желаниях и на моих целях. Поэтому будьте позитивны, относитесь ко всему попроще. Мне тоже нужно относиться попроще именно к критике. Не требуйте от людей, требуйте от себя, а не от других. Не будьте привередами, снобами и занудами. Так что всем пока, всем удачи и много трудитесь, если вы хотите развивать свой Инстаграм или развиваться самостоятельно как человек. Вот. Портретом я, повторюсь, я училась в художественной школе, но я также очень много рисую дома, и рисовала дома, и продолжаю рисовать дома. Вот. И благодаря этому у меня хороший, более-менее навык рисования. Так что получили знания, примените их и закрепите их. Всем пока! Всем пока! Я записываю видео 3-й раз. Я так устала. 1-й раз мне не понравилось, как я записала. 2-й раз... я случайно не снимала себя. Я направила камеру в другую сторону. То есть у меня была на переднюю камеру. Вот. Всем пока. Всем пока.